Друзья, это продолжение истории с бабушкой Раисой, которая живет в очень плохих условиях. Наши прошлые выпуски закончились на том, что мы привезли ей для начала всю необходимую мебель. И далее планировали утеплить дом внутри и снаружи и сделать какой-никакой ремонт. Как вы знаете, мы остановились всего лишь на первом этапе. Бабушка Раиса ничего не приняла, нас прогнала. Ай, маньяки опять, Витька, Да это не маньяки! И все это мы оставили у Вити с надеждой на то, что он потихоньку ей это будет все заносить. За 2 месяца Вите так ничего не удалось ей глобально передать. И занес он только все по мелочи. Радиоприемник, ботинки, корма для животных. После этого мы поняли, что смысла оставлять дальше всю эту мебель нет. Часть мебели забрали и подарили многодетному отцу Петру, оставив лишь кровать с матрасом, умывальник, вешалку. Но этого не получилось отдать, так как у Вити случилась беда, у него сгорел дом, и, понятное дело, в целом ничего не осталось. Сегодня Витя также с вами поделится новостями по своему участку, но это будет позже. И еще тогда, когда мы приезжали к Вите, когда у него сгорел дом, мы зашли к бабушке Раисе, чтобы ее проведать. Она абсолютно нас нормально встретила, мы с ней хорошо пообщались и сказала, что была не права в той ситуации, которая у нас получилась, и жалеет, что нас тогда прогнала, так как боялась, что потом мы с нее потребуем деньги за ту мебель, что ей привезли. И вот вчера Витя мне скидывает вот это вот видео. Игорь, привет. Ситуация такая, на улице мороза очень сильная. Я вот до Раи пришел в гости к ней. У нее совсем плохо с дровами. Мы вот с ребятишками идем к ней посмотреть, как она поживает. Снег чистит, молодец, видите? Рая, привет. Ведь ты, Да, у тебя что, хата открыта? Вымерзнет же все. я топлю печь. Топишь? Ага. Скажи, как у тебя с дровами? Ведь кто не в курсе, прихожу, да? Вот, смотри, кто вывалил? Не в курсе кто? Не знаю даже. Здесь у нее большая куча дров была. Она все это истопила за осень. И сейчас вот она бедствует. Ведь это мыслимо, Витя, как тут жить? Сынок, как тут жить? Я не представляю, как тут жить. Перенесешь с колонки на полу лед. Слезы льются градом. Витя, как я тут живу, Витя? Это кошмар, это кошмар. Кто припер доски? Кто доски припер? Что, они хорошие? Тебе Хорошие, нравятся? Витя, да побольше бы. Колоты, 7 Так. тысяч. Кто-то мне говорил, не знаю. Но они лучше горят? Вить, только подкладай. Только, Витя, И жару с них больше, да? Да. Чтобы вы понимали, в Новосибирске наступили морозы до минус 15 градусов. И, конечно, бросить бабушку Раису в данной ситуации мы просто не можем. Прямо сейчас мы отправляемся к бабушке Раисе. Мы увидели, что бабушка Раиса сейчас вроде бы как ходит вообще еще в летних резиновых ботинках. Мы хотим взять что-то зимнее. Потом вот взяли носочки разные, теплые, чтобы ну хоть как-то ей сейчас в зиму ходить и там, не знаю, ноги не мерзли. Еще нам Василек отправлял разное там постельное белье, подушки, одеяло для наших героев. Мы возьмем подушку, одеяло и постельное белье, потому что у бабушки Раисы там вроде подушка разодрана собаками, одеяла у нее вообще никакого нету. Но постельное белье, не знаю, будет она им пользоваться, нет. Ну, тоже отдадим. Василек, вам еще за это тоже большое спасибо, что помогаете, поддерживаете наших героев. А еще мы хотели взять пилу, потому что у бабушки Раисы там пила, вот если вы видели, это, знаете, для 2 человек. Мы хотим взять нормальную ножовку, чтобы, ну, какие-то дрова, которые у нее сейчас остались, ну, и будут на будущее, чтобы она могла нормальной пилой это все делать. Все, выбираем ботиночки и отправляемся к ней. Друзья, мы уже доехали, сейчас все берем. Уже у нас пришел Витя. Привет, привет. Вить, поможешь донести? Конечно. Это раз. Взяли подушку, что у нее та разодранная. Ботиночки. И тут еще сейчас надо взять будет. Одеялка подойдет же, теплое взяли. Я думаю, да. Ветер такой прям. У нас, чтобы вы понимали, уже неделю держится минус 12, минус 13 градусов. Как там Раиса, я вообще не понимаю. Печку не топит, но там этих насаждений нету, баррикад, как она делает. Нет. Смотрю, ты тут уже все расчистили.
Да, нам удалось справиться с этой болячкой. Готовитесь, Я это все смотрел, да? страшно было. Сейчас поляна, открытый простор для наших фантазий. Да. Стройся не хочу. Да. Ребята, благодаря вам все, правда. И без вашей помощи я бы вот руки бы опустил и все. Здорово. Спасибо вам вообще. большое. Да, друзья, вам всем огромное спасибо, кто помогал Вите. Вот, ну, к сожалению, сгорел дом. А так и не выяснили, почему? Циркулярная пила замкнула. Она Она была с- подключена, да? Нет, она была отключенная, загорелись конденсаторы. Офигеть. Вот. Прошло 12 часов с момента, как я пилил. Ну вот 12 часов ночи как раз вот загорелось. Даже не предполагали, что так может Ну быть. да. Еще раз всем большое спасибо, кто помог Вите. Он мне постоянно писал сообщения, всех благодарил, говорил, что ну, это какое-то было чудо для их семьи. И вот сейчас летом они начнут строить новый дом. Вы сейчас в квартире, да, живете? Да, временно. Иди стучись. Рай, привет, ты дома? Рая. А это вот дрова, да, которые ей кто-то принес? Да. Это, конечно, что-то нереальное. Замка нет, значит, она точно здесь. Да, конечно, вот этот дом, в котором она живет, ну, даже домом сложно назвать. И закрылась. Очень странно. О, Так, ребятишки, побудьте там собаки. Рая! Рай! А, ты спишь? Ты Тебе чё? в гости с подарками пришли. Высокий порог такой. Заходите. Здрасте. Помнишь? Ну, как ваши дела? Мед медовый. Да. Как ваши дела? Помаленьку, чё? Кошка замерзла, под меня залезла. Ой, Игорек, миленький, я прям не знаю. Собак некуда девать, я бы уже престарелым сидел. А где они у вас? Щенята вот, овчаренок и маленько под койкой. Как вы тут живете? Игорек, я бы уже престарелым была. Уже оформленная, капитально уже А почему оформлена. не идете? Вот из-за вчерят. Куда их кинуть будут? Кто их кормить будет? А кто тебе сказал, что ты оформлена там? Рудакова Валя, соцзащита. А есть ихние телефоны? В сельсовете. Они у нас здесь в Она сельсовете. сегодня выходная, в понедельник. Понедельник? Игорь, поговори с ней. Поговорю. Да, поговори, пожалуйста. Чтоб в хороший, чтоб бабушки и я. А чё вы печку не топите? Игорек, нет картона, вот такого картона нету. Разжигать чем? Да, дров уже много. А- Вот доски, Игорек, вот доски кто-то припер, не знаю кто. А чем вы их режете, пилите? Чурка за А- вами. Пила в углу, где она? Вон она в углу. Вот этой пилой, Да, что ли? да. Дай Господь. Которую вы здоровья. показывали? Да. Она старая зарела. Витя тоненькие пилит, Вить, Ага. а толстые уже как-то зажимает. Витя А чё вы тоненький. чё не включаете эти штуки? Игорь, уже у меня полпенсии забирает. Ага. Подо мной обогреватель. А он там работает? Да. Вот смотри, Игорек, А, смотри. он маленький Да, совсем. надо отключить пока. Не, пусть работает. Ага, я его осадила уже. Как у вас тут холодно. Я как уже вы тут, осадила его. как вы Он тут уже спите. чуть-чуть шипит. Друзья, в этой истории также не остался в стороне многим для вас известный интернет-магазин «Любимый Василек». Они уже помогали многодетному отцу Петру, дяде Толе, и в этой истории они также решили принять участие. А для тех, кто еще не знает, я вам расскажу, кто такой «Любимый Василек». Это интернет-магазин с большим ассортиментом трикотажных изделий. Здесь есть мужская, женская и даже детская одежда, постельное белье, полотенца и разные постельные принадлежности, такие как подушки, одеяло, покрывало и трикотаж для кухни. Что мне нравится в этом магазине, что у них большой выбор постельного белья из разных материалов: бязи, перкаля, поплина и сатина. Сначала вы выбираете материал, например, перкаль, затем размер, а дальше вам остается выбрать из такого большого количества ассортимента. Выбираем понравившийся комплект постельного белья. Также в карточке товара вы можете ознакомиться с более подробной информацией. И если вам товар понравился, дальше выбираем необходимый размер наволочек и отправляем товар в корзину. Также «Любимый Василек» отшивает постельное белье по индивидуальным размерам. Просто при оформлении заказа в комментариях нужно указать необходимые размеры. И уже сейчас на их сайте появились товары к Новому году. Это скатерти, полотенца, шторы, салфетки, постельное белье и многое другое. Минимальная сумма заказа на сайте всего 1000 рублей. Переходите по ссылке в описании и заказывайте товары «Любимого Василька» для себя и своих близких. Бабушка Раиса, вам передали здесь Игорек, подушка. Слушай. Ага. Игорек, тут буду распечатывать, он в снегу мертвый. Ой, ага. И вот это давайте. Укройтесь сегодня хотя бы. Но это что-то тебе нереальное. Ага, ой, Игорек.
Игорек, у меня брат приходит только на материк. Ты все престарела, не уехал? Если, ну, надо будет, постельное белье себе постелите. Это как бы просто. Простыни, наволочки, Ага, пододеяльник. Хорошо, хорошо. Бабушка Рыся, померьте, пожалуйста, ботиночки теплые. Ой, хорошо, Витя. Ой, хорошо. Только черный, как на покойника. Они с О, цветочками. белый. Но это чтобы они не марки были. Да. Специально брали. Ну, на Померьте. поролоне, хорошо, на поролоне. Так у вас и эти тоже черные. Это же летние вообще. Как вы тут? У вас вот эти совсем плохие. А тут мех внутри. Да. Вон. Да. Видите? Ой, Померьте. ну как раз, Игорь, как раз носком, как раз. Ой, Игорек, это теплые. Ой, Игорь, Не ты скользили. сдурел. Зачем 3 пары? Ну, уже одни бы купил. Ну, зачем? Это печку топить. Это, да, давайте. Давай печку топить. У меня еще шуба там в бендюшке. Капец, она маленькая совсем. Размер был Еще и больше. покосилась. Ой, Игорь, Снимайте пакет, у вас сейчас теплые носки есть. холодно, я одеваю пакеты, холодно. Я вот закутала засушку, тут горчица. Жесть вообще. Ну вот зашли. Ну-ка, тут место есть? Ну да. Ну тогда все. Вставайте. Как раз, Игорь. Как раз. Вот, давайте второй. У меня задубели ноги, ты понимаешь? Я поджимаю, корчусь. Игорь, ну хорошо. Хорошо с носочком. Не жмут? Нет. Здесь портянка и не нужна. Нет. А эти я с портянкой кутаю. Вот. Бабушка Раиса, а помните, у вас раньше вон там в углу мыши шуршали? Сейчас есть мыши? Нету. Нету мышей? Ушли. Чем питаетесь сейчас? Кого я чем питаюсь? Ведь Ага. я как буду зерносить? Хлебушек тут у бабушки Знаю, Раисы. чем. Кроме Очень хлеба хлеб, я да. вообще ничего не Витя, вижу. ну шоколадное масло, хлеб. И все? Да. Вот и собакам раскидала. А целлофан зачем вы постелили? И ветер оттуда. Задувает. Да, ветер. Бабушка Раиса, а как вы... вы же раньше в баню к Вите ходили. Конечно, ой. А сейчас как вы моетесь? Ну как вот? Тут мыться как, Игорь? Что у вас и холодно, Да, тут я мыться-то. пришла вот так. Фукается. Из Видно же, церкви Вань, что здесь сделали. какая температура, Из что мне изо церкви, рта Игорь, идет сделали. пар. Из церкви Ну-ка. сделали. Видно? Чуть-чуть совсем. Игорь, из церкви идет. Пойдемте за дровами, печку растопим тебе. А то ты так замерзнешь совсем. Да ладно, сейчас еще минус 15, а зимой-то это вообще... Да, что-то что будет нереально. крещение, Игорь, тебе 5. Что будет крещение, Рождество, что будет, февраль что будет, уже оформлено все. Хоть сегодня едь, хоть завтра, уже все Ты оформлено. туда только на зиму хочешь? Да, декабрь, январь, февраль, март опять сюда. А там так не получится. Там не получится так. Если туда возьмут, вы там должны будете все время находиться, бабушка Раиса. Это, Игорь, не тюрьма. Я скажу так вот и так, хочу уже домой. У меня и братишка тут. Но они вас не будут постоянно, типа, туда брать на зиму и обратно. И у них... Игорь, братишка ничего не помогает, инсульт. То это рука, растяжение. Вот я говорила, что... Просто он вам говорил, что печку сделает. А как вы топите, если она вообще заваленная, кривая стоит здесь? Ничего не кривая, Это Игорь, же не опасно. дымит. Кирпичами заложила, чтобы не загорелось. И как увидела, Конечно. сгорел. То есть это же вообще ведь небезопасно. Вообще опасно. Это очень опасно. Где у вас куртка? Вот, как она, куфайка, вот куфайка. Так, ну как раз... А, вот еще дрова есть. Видишь, Вань, но это тоже пилить все надо. Нам уже позвонили, уже сейчас дрова приехали. Сейчас пойдем встречать и сюда таскать все это, куда-то складывать. Пойдемте на улицу, там приехал ли кое-кто. Что за дом? Бабушка Раиса, Ой, Игорь, это вам. это сколько же? Так, 3 куба. колотые, говорит, это 7 тысяч, 7 тысяч. Это бесплатно вам. Бесплатно, Игорь. Это вам подарок. Игорь, мне стыдно. Бесплатно? Да. Ой, Игорь. Куда складывать? Ну, ой, как бы я, Игорь, перетаскала бы. Мы А сейчас как? все перетаскаем. Войду- Все хорошо будет. Игорь, ой, Игорь. Все хорошо. Я прям не знаю, Игорек, это б тебе, наверное, надо 5 000. Не надо мне ничего. С книжки снять я... Ничего не надо. Как ты говорил, помнишь, ты говорил, что бабушка Раиса, тогда отказалась, потому что боялась, что, с нее деньги попросят. Да, И она ну. сейчас говорит 5000. Что И мы говорим, ты что говорил. ничего не нужно, а она все равно не верит. А я, кстати, помню, у бабушки Раисы вот тут еще было много дров. Вот Все, нету кучи, все. все спилила. Это же, не просто нужно закинуть, она все же пилила вот этой пилой С храма непонятной. приходили, пилили. Вот она Помогали, всё да? стопила. Сковала меня уже. Зубы не чищу, идите, Игорь. идите. Уже зубы, как у собаки, желтые, не чищу. А почему не чистите? А, вот холодно. Утром на силу оденешься, обуешься, греюсь в сельсовете. Сегодня-то выходной. В станции греюсь, там буфет греюсь, сяду и сижу, греюсь.
Как бы потом ее доставать, машину не пришлось. Я думаю, что выйдет, это же УАЗик. Ну пока вроде нормально идет. Смотрите, часть вот сюда, вон туда, вот, что влезет. Если поленницу ложить, можно много запихать. Ну, Поленницу трамбовать ровно. Так-то много у нее здесь. ну, вытащить их. Куда? На улицу, на улицу. Сейчас они не намокнут. Не намокнут? Нет, конечно, снег же. Холодно. Давай на улицу их. А Да. те же, я так понимаю, все равно они, наверное, еще не сухие, они тоже там Ну, лежали. они влажненькие, конечно. Да, она с этих будет разжигать, она будет ими растапливать, и те подкидывать. Ну все, Давай. отлично, давайте так и поступим. Давай эти туда вытаскиваем. Вить, а если прямо вот сюда, если что Витюшка, его? тут Можно площадь, поставить шикарное большая местечко. площадь, Игорь, А огромная он влезет площадь. сюда? Конечно, прям вот сюда. А тут Огромная что на этом площадь, месте? огромная площадь. Ничего. А как сюда манипулятор проедет? Вот заедет и все вот здесь. Вот. Он тут проедет? Я думаю, что да. Почистить надо будет только перед этим, наверное. Рая, Но он там эту 4 не на ломать, 2,5. эту не ломать. А тут рядышком влезет? поставить. Да. А тут рядышком поставить. Витя, я Так вот, тебя а что одобрила. его ставить? Одобрила, Витя. Они говорят на шлакоблоке. Маленькую сладошечку домик, одну комнату, а это нехай стоит, как типа... Вы там будете жить? Конечно, как типа предбанника. Да, да. предбанник. Будете там жить? Конечно, ты чё? Точно будете жить? Конечно. Сладошечку у скворца скворечник, вот такую. У скворца скворечник. Давайте сейчас с дровами разберемся и потом будем Немного- думать. Надо будет помогать бабушке Раисе. Прям очень жалко ее. Как говорится, сердце кровью обливается. Жалко очень. Конечно, условия прям врагу не пожелаешь. Бабушка Раиса, Игорь, я замерзла, как сосулька. держите, вам пила Ой, хорошо. новая. Игорь, Будете сейчас- пилить, если Игорь, что. а тем, что в машине дрова, наверное, уже их колоть не надо. Там Их не надо, Да, просто да. кидайте и все. так хорошая печка, прям не дымит. Я бы не сказал. бы. Только нету досыта дров. Досыта. Сейчас же будет. Да, да. Сейчас вот. будет. Тут от этого тамбура вообще толку нету. Смотри, какие стены. Это вообще жесть. Да не бойтесь, чего вы, ребят. Надо пообрезал. Ой, ой, ой. Ой. Я сам электрик. Свет не горит, это чудо. Свет горит, Игорь, это чудо просто. Не обрезала, я думала, потом. Тут мама жила. Как она не замерзала здесь без печки? Вообще не Без знаю. печки. Как В она какой тут комнате жила? не замерзала? Здесь жила. А тут было утепленно, но без печки-то холодно. И как это она тут бедненько спать, господи. Закончили второй ряд, то есть вот там первый до конца, сейчас идет третий, и там прям уже совсем мало дров осталось. Мне кажется, с этой печкой на этих дров намного не хватит. На сегодняшний день не только хороший. Бабушка Раиса нас приняла, Теперь в тепле. да, что самое главное. Поначалу испугались, дверь не открывала, думали, ну может действительно замерзла. Как в таком холоде, минус 12-13 можно Вот видела, она спать. прям ногами приветом к радиатору. Да. Вот эти дрова, получается, у нее они сухие, нормальные. Попросим вот с храма, ну, вот там рабочего, чтобы он тоже попилил, наверное, все это дело. Ну и все, красота. Так, сейчас рассчитаемся за дрова и пойдем к бабушке Раисе. Еще раз вам большое спасибо. Счастливо. Вам крепкого здоровья, дай бог, всего самого хорошего. Ну давайте, счастливо. Да, всего доброго, до свидания. Я им сегодня позвонил, сегодня же привезли, а многих обзванивал, они выходные, никто не возит. Молодцы ребята. Вездеходная машина. Газку, 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 газку. Обалдеть. Видал?
Пока-пока. Бабушка Раиса, сейчас-то дров досыту? Досыта, досыта. Досыта? Игорь, досыта, досыта. Ну, слава богу. Ага. Ой, Игорь, это бы мне брат так привез, я поражаюсь. Он бы, наверное, никогда не привез столько дров. А видите, они все равно в снегу, надо, чтобы подсохло у вас Ага. здесь, чтобы они полежали. Ну, Ваня подложил, прям горят. Горят? Горят. Вань, реально? Горят, Ваня. Ну-ка покажите. Горят прямо. Слушай, нормально. Фу, я рад, я боялся, что им нужно будет там месяц хотя бы полежать, чтобы они подсушились. А он все горит, я теперь еще более спокоен. Печка в Печка, третьем классе. Дермантин я кирпичи, купила сразу 2 вот метра, а не дерево оборвали. идет. Печка уже сколько горит, все равно Печка горит, все равно холодно. Я ее не мажу, надо мазать вот. А вот это Мазать что надо. такое? Ну-ка, Вань, посвети. Игорь, Вон, где вон же она дерево. будет вся расколота? Он где со свалки принес. Вот ваш совок банька сгорела. пригодился. Я нашла. Ведь ты топил, когда ты был у меня. Дырка тут, Да, дырка. да, Я я думаю, тебя так все помою. понятно, нет смысла тут что-то Идет, говорить. смеется. И нет Витя, смысла тут делать. смеется. Мы тогда, Смеялся, когда сюда горох приехали, глобальный. в спешке хотели Сам это стал все подавать. утеплять, и я понимаю, что Да, вообще никакого Что? смысла здесь мне так что-то хочется ведь реанимировать помыть, вообще как нету. вот, Тут да. не зря все стены темные, потому что, ну, копоть Ведь, жуткая. ну я не знаю. Все, ведь все, что все делать, черное. а? Вот золы выгребла, как мука. Откуда ты выгребаешь залу? Покажи. Вот, вот. А, вот отсюда? Да, Витя. Да. Кирпича? Вот надставляешь, да, вот надставляешь и выгребаешь. Вот вы пока складывали, я вот выгребла пол-ведра. Вот, да. Хорошо перегорает пол-ведра прям. А, Овчаренок, двое. овчаренок, трое. привет. 3 собаки. Чем вы их кормите? Вот, Игорь, вот съедают, видишь, дотлак съедают аж как. 25 рублей упаковка вот. Сырыми едят? Сырыми. Бабушка Раиса, будет все хорошо. Мы поехали. Пока-пока. Пока-пока. О, сейчас голова вообще не соображает. Нужно все переварить, подумать. И, наверное, завтра мы к вам еще вернемся. Выпуск на этом не заканчивается. Ехали до администрации. Сейчас сходим, поговорим. Может быть, в соцзащиту 100% нужно зайти. Может быть, с главой поговорить. Если получится что-то подснять, вам покажем. Если нет, то выйдем, расскажем. Либо к бабушке приходит социальный работник, это наш сотрудник, и помогает ей в быту, либо бабушку при определенных условиях размещают в стационарное учреждение. Вы, простите, кем приходите с бабушки? Волонтеры. А, вы просто волонтер. Да, да. Все ясно. Вас проконсультируют. Угу. Какие нужны медицинские заключения, какие еще справки и документы, пожелания бабушки, есть ли у бабушки инвалидность и так далее, и так далее. Там в 2 дня ничего не решается. Это все будет зависеть от заключения врачебной комиссии психиатра. Угу. И там будет прописано, либо это интернат общего типа, либо психоневрологического типа. Общий тип это вот обычный интернат, Угу. а психоневрологический это люди, у кого-то ранение. Ее там никто насильно удерживать не будет, если это интернат общего типа. Если она захочет назад поехать, ну пусть поедет домой. А потом на следующую зиму опять оформлять документы. Ну, если возьму, да, опять оформлять, также проходить медицинскую комиссию, да. Ну, то есть это нормальная практика, что люди там приходят, Ну, побыли... это не нормальная практика. А, не На моей нормально. практике такого не было, но все когда-то бывает впервые. Мы доехали до бабушки Раисы. Дверь она прикрылась. Висит замок. Ее дома нету. Так, ну ладно, значит завтра Витя придет, с ней поговорит, готова будет ли она пройти вот эти все медосвидетельствования, документы нужно будет собрать. Это уже мы узнаем завтра. Так, приехали на вокзал. Может быть, бабушка Раиса тут, сейчас глянем. Если нету, то уже поедем домой. А завтра, вот, как я говорил, Витя сходит. Бабушка Раиса. А вы что тут сидите-то? Здрасте. Игорь, ну слушай, я что купила, Игорь? Будете кушать? Палочки, соломка сладкая. Ну, как я люблю. Угу. Носки обалденные, где такие брал? Теплые прям. А вы почему не дома? Почему здесь Почему сидите? не дома? Почему здесь? Игорь, я почему дома? Чего я встала? Дров напилила, печку топить только вечером. Часа в 3, в 4. Чтоб в 4 ты затопила и в тепле поспать. А днем вы тут греетесь постоянно? Да, да. Каждый день? Да.
Каждый день, постоянно. Мы узнали по поводу дома престарелых. Ага. Нужно будет подготовить документы, они скинут список. Медкомиссию нужно будет пройти. Вы мне теперь дровами обеспечили дровами, так? И я маленько задержусь. Декабрь, январь и февраль. Когда уже, вот что вы затарили в бендюшке, уже все, нету, все, пуста бендюшка. Только я же тогда поеду. Летом-то вы уже и у себя сможете находиться. Да. Тогда зачем престарелый дом? Вы же хотели туда на зиму попасть, в дом Да. престарелых. А Так сейчас... вы меня Господь дров пригнал. То есть уже не хотите в дом престарелых? Уже, конечно. Не Конечно. хотите? Нет. Игорь, нет, Игорь, нет. Если у вас есть дрова и будет тепло, вы, Да, вы не Игорь, хотите в дом престарелых, Господь, не я пойдете. же не пойду никогда туда. А если бытовку поставить у вас там? Какой вагончик? Вот Вагончик, бытовку. Вот вагончик. К вам туда поставить. Живут рабочие, говорит, не Да, замерзают, да. говорит. Будете в нем жить? Конечно. За одеяло. Не знаю, что потом. Миллион. Как накрылось, как у пуха лебедя. Ой, я так никогда не спала. Тогда мы узнаем и вам привезем, постараемся в декабре привезти бытовку. Она будет теплая, с кроватью, со всем необходимым, будете там жить. Это вам будет подарок ко дню рождения. И вот вам сейчас на продукты убирайте. Пока мы в следующий раз до вас приедем, вам хватит. К именинам приедем еще. Все, до свидания. Так, ну все, ладно. Определились. Конечно, бабушка Раиса не 100% здоровый человек. У нее есть некоторые отклонения, и никто не знает ее конкретного диагноза. До этого мы еще спрашивали в прошлые разы у ее брата, и единственное, что он сказал, что раньше бабушка Раиса была здоровым человеком, а потом заболела ангиной, и случились какие-то осложнения на мозг, и после этого она стала той, которую мы сейчас ее видим. Но при всем при этом бабушка Раиса не живет в своем мире, у нее нет голосов, и следовательно это не шизофрения. Она не опасна для общества и понимает, что и для чего она делает. Она пытается утеплить свое жилье, топит печь, чтобы не замерзнуть, покупает еду себе и своим животным, готовит так, как умеет, себе и им еду, платит за коммунальные услуги и делает много всего того, что делают обычные люди. Бабушка Раиса просто всю свою жизнь прожила в нечеловеческих и диких условиях. Можно сказать, она прожила как Маугли. Она не понимает, каково это жить в нормальных условиях и просто адаптировалась к тому, что есть. Но я уверен, что она так же, как и любой человек, хочет жить в тепле, кушать нормальную еду, ходить в теплой одежде и готовить кушать. И мало кто из нас бы мог прожить ее жизнь. И я просто, зная и понимая все это, не могу допустить того, чтобы это все продолжалось. И хочу попросить у вас помощи. Я посмотрел в интернете множество объявлений с продажей и постройкой небольших бытовок. Стоимость у них разная, все зависит от материала, размеров и ее оснащения. Можно заказать новую, а можно взять БУ. Примерно на это понадобится от 150 до 200 тысяч рублей. В данный момент, к сожалению, у меня таких средств нету. Я хочу попросить помощи у вас. Мне хочется сделать чудо для бабушки Раисы и до Нового года, ко дню ее рождения, подарить ей этот маленький дом, в котором будет тепло и уютно, и в котором она сможет начать новую жизнь и нормально жить. Аудитория Ютуба и Яндекса, пожалуйста, у меня к вам большая просьба помочь мне в осуществлении этой мечты для бабушки Раисы. В описании оставлю реквизиты и буду благодарен, если вы мне в этом поможете. И еще, пожалуйста, сделайте репост этого видео или отправьте его своим друзьям. Может быть, из этих людей найдутся те, кто присоединится к нам к помощи к бабушке Раисе. Увидимся с вами через неделю. Пока.